Привет, друзья! Что творится в немецкой политике? Мерц обещал назначать по квалификации, а в результате женщин может стать больше, чем мужчин. Почему так происходит с новой коалицией? Возможно, в будущем кабинете Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза, женщин может быть больше, чем мужчин. Это стало одной из самых обсуждаемых тем в политических кругах Германии. Для понимания, в предстоящем правительстве ХДС сможет назначить 7 министров, а союзная партия «Христианско-социальный союз» – 3. Пока еще неизвестно, кто именно получит эти посты и какие именно портфели достанутся каждой из партий, но уже сейчас очевидно, вопрос о гендерном составе будущего правительства становится все более актуальным. Хотя сам Фридрих Мерц не считает обязательным строгое соблюдение паритета между мужчинами и женщинами, он подчеркивает, что назначения будут производиться исключительно по профессиональным качествам, а не по половому признаку. Но, тем не менее, среди женщин в партиях достаточно сильных и компетентных кандидаток, чтобы паритет стал возможным сам собой. Именно сейчас, в апреле 2025 года, многие в Берлине и по всей стране задаются одним и тем же вопросом: кто войдет в новый кабинет министров Фридриха Мерца? Возможно, ни сам Фридрих Мерц, ни его союзники по блоку лидер ХДС Маркус Зёдер еще не приняли окончательное решение. Одним из ключевых вопросов все-таки остается следующее: какое количество женщин будет представлено в этом правительстве? Фридрих Мерц открыто заявил, что не считает правильным искусственно выравнивать число мужчин и женщин в составе правительства только ради статистической справедливости. Цитата: «Назначения будут производиться по уровню квалификации», подчеркнул он. Но интересно, что даже при таком подходе итоговая конфигурация кабинета министров может оказаться почти полностью паритетной, ведь компетентных женщин в Германии действительно хватает. Уже известно, что среди социал-демократов с ДПГ обсуждается кандидатура 4 женщин-министров. Бербель Бас на пост министра труда и социальных вопросов, Клары Гейвиц в строительной отрасли, Свени Шульце в сфере международного развития и Соня Эйхведе в юстиции. Это уже 4 женщины на 7 возможных постов от социал-демократической партии Германии. И это только предварительные варианты. Тем временем у Фридриха Мерца в ХДС и у Зёдера в ХСС есть немало женщин, способных занять высокие государственные посты, несмотря на то, что после последних выборов доля женщин все-таки в парламентской фракции ХДС снова сократилась. Итак, в новом правительстве ХДС получил канцлера и 6 дополнительных министров, а ХСС 3 ведомства. В 3 или 4 из этих министерств главными претендентами остаются мужчины. Так, Торстен Фрей считается вероятным кандидатом на пост главы ведомства канцлера. Среди претендентов на должность министра иностранных дел это вместо Анналены Бербак называют такие имена, как Армин Лашет, Йохан Вадефуль и Давид МакАлистер. В Министерство здравоохранения пророчат 2 политиков: Тина Зорге, хорошо известного своими выступлениями в области здравоохранения, и Хендрика Шрека, это вирусолог, который прославился во времена пандемии коронавируса. Однако последний – это новичок в Бундестаге и в политике в целом, а значит шансы, что он сразу получит министерское кресло, остаются не слишком высоки. Интересным является и обсуждение кандидатуры женщины на пост министра экономики вместо Роберта Хабека. Я выпускал на эту тему целое видео о кандидате на пост министра Катарине Райхе, которая ныне занимает должность исполнительного директора энергетической компании. Именно она может получить это кресло. В прошлом Райхе на протяжении 17 лет с 1998 по 2015 год представляла ХДС в Бундестаге, занимая должность заместителя председателя фракции и парламентского госсекретаря. Она родом из Бранденбурга, что делает ее назначение особенно привлекательным, ведь несколько премьер-министров восточных земель Германии требуют более широкого представительства Восточной Германии в правительстве. Таким образом, у Катарины Райхе весьма хорошие шансы на назначение. Однако ее основным соперником называют Йенса Шпана, бывшего министра здравоохранения, который в последние годы курировал направление экономики и энергетики во фракции ХДС. Его кандидатура считается логичной и обоснованной, но одновременно он фигурирует в списке возможных претендентов на пост председателя фракции, что может повлиять на итоговое расположение. И это, друзья, еще не все. Среди возможных женщин-министров называют также Диту Конниман, давнюю депутатку Бундестага, которая возглавляет объединение малого и среднего бизнеса при ХДС. Она одна из самых авторитетных фигур в экономическом крыле партии, и ее опыт трудно переоценить.
И внимание, если будет учреждено создание нового Министерства цифровизации, как этого требуют многие политики и эксперты, его также вполне может возглавить кто? Правильно, женщина. В первую очередь на эту должность пророчит Кристину Сименус. С 2019 года она занимает пост цифрового министра земли Гессен, а до прихода в политику она была успешным ученым и предпринимателем. По профессии биолог с докторской степенью, Сименус основала и руководила агентством научной коммуникации, возглавляла торгово-промышленную палату Дармштадта, а также преподавала в одном из частных вузов Берлина. К тому же она не раз публично выступала за создание отдельного цифрового министерства на федеральном уровне, подчеркивая важность цифровой трансформации для будущего Германии. А кандидатура Карин Приен на пост министра образования, семьи и молодежи выглядит практически уже решенной. На сегодняшний день Приен уже занимает должность министра культуры в земле Шлезвиг-Гольштейн. Кроме того, она является заместителем федерального председателя ХДС и относится к либеральному крылу партии, которая в годы оппозиции почти не была представлена в руководстве. Если, друзья, Фридрих Мерц действительно назначит ее, это станет не только логичным выбором с учетом ее опыта, но и важным политическим сигналом внутри самой партии в пользу большей сбалансированности. Ее управленческий опыт в сфере образования делает ее особенно подходящей кандидатурой на эту должность. Однако не только Карин Приен может занять пост министра. Рассматривается также Сильвия Бреен, депутат Бундестага. Она, как и Приен, занимает пост заместителя федерального председателя ХДС. С 2021 года Бреер возглавляет внутрипартийную рабочую группу, ответственную за вопросы семьи, пожилых, женщин и молодежи. Такой опыт делает ее весомой альтернативой для этого поста. В качестве возможного министра транспорта активно обсуждается кандидатура Инны Шаренбах. Ей 48 лет, и в Северном Рейне-Вестфалии она уже возглавляет Министерство строительства, цифровизации и местного самоуправления. Ее шансы заметно увеличились после того, как Карстен Линеман приняла решение остаться на посту генерального секретаря ХДС. Здесь следует сказать, что Мерц в целом отдает предпочтение политикам из Северного Рейна-Вестфалии. Помимо Линемана, это также Йенс Шпан, Армин Лашет и Хендрик Шрек. Однако в партии должно соблюдаться равновесие между землями. И это еще не все. Что касается ХСС, то и там возможны женские назначения. Из 3 министерств, которые могут отойти партии, 2 вполне могут занять женщины. Так пост министра сельского хозяйства может достаться Михаэле Канибер. В Баварии она уже занимает эту должность. Кроме того, у ХСС в руках находится министерство под вопросом исследований космоса и технологий. Здесь на повестке дня кандидатура Дроботи Бер. Хотя ее сложно назвать выдающимся специалистом в этой области, Бер уже много лет играет важную роль в партийной структуре, и это весомый аргумент. До нее министрами становились и мужчины куда с меньшими профессиональными заслугами. Она, политолог, занимает пост заместителя председателя фракции и принимает активное участие в переговорах по коалиционному соглашению. Если она не получит министерский портфель, это станет настоящей неожиданностью. Итак, друзья, если все упомянутые здесь женщины действительно получат посты, то 10 из 17 министерств окажутся под руководством женщин. И это в кабинете Мерца, которого часто обвиняют в приверженности устаревшим взглядам. А теперь давайте обсудим, если новый кабинет министров Фридриха Мерца действительно окажется почти женским, будет ли это победой профессионализма или все же победой обычных квот. Подписывайтесь и спасибо за просмотр.